Сегодня я нахожусь в парке, сегодня день отдыха, и заодно уже воспользуюсь этим, что я нахожусь в парке. Покажу вам и расскажу, можно ли кушать рыбу в Буэнос-Айресе, пойманную в нашем городе. Вот рыбаки, вот мои удочки закинутые. Сейчас, конечно, не самое крутое время для рыбалки, скажу вам честно. Сейчас практически и не холодно, и не жарко, и у нас зима, середина зимы. Еще забыл рассказать, смотрите, заходите на leonpesca.com, это мой магазин рыболовный. Не так много там товаров, но кое-что интересное есть. Вчера напечатал вот такие подставки для рыбалки. Кто живет в Буэнос-Айресе и не только, во всей Аргентине, можно доставить по почте, можно послать Uber, можно еще прийти забрать в район Бельграно. Смотрите, какие хорошие подставки и чем они отличаются. Во-первых, алюминий толстый, легкие, потому что алюминиевый, но толстый, не ржавеет. Соответственно, это для морской рыбалки в основном. Или же там, где не очень твердая земля, чтобы это забить. Удобно возить в машине, очень легкая. Сделанная на 3D или кому-то раздвижная. То есть вот такая. Закрываем болтиком, зацепляем. И вот вам подставка для морской рыбалки. На пляжу песок подальше засовываем и здесь удочку закрепляем. Защелка, чтобы быстро снять удочку. Я даже сейчас применяю такую здесь. И вот показываю заодно. Смотрите, в машине возить с собой просто супер. Багажник положил и имеешь подставку сборную, сделанную на 3D для морской рыбалки, ну или не для морской рыбалки. Ну, посмотрите, у меня уже стоит. Вот. Пожалуйста, вот удочка на этой подставке. Почему это плохо и не холодно, и не жарко, объясню. Потому что есть у нас рыба пехерей, типа корюшки. Она приходит по холоду с океана в эту реку, это река Ла-Плата. Приходит в эту реку с океана, и таким образом мы ее здесь ловим. Вот когда как бы сезон такой. Потом в сентябре начнется унионерест, и уже весна будет, и уже будет запрещено ее ловить. Ну, там есть свои нюансы, не буду про эти нюансы, но факт в том. Но так как сейчас не очень холодно, в районе 15-17 градусов днем, пехерей здесь не ошивается, потому что здесь для него жарко. И, значит, вот подальше где-то шарахается по другим местам. И в то же время рыба, которая сезонная, допустим, бога, дорадо, и которая по теплу ловится, та тоже ушла немножко на север, потому что там, кто путает север, юг, думает, что я ошибаюсь, я ничего не ошибаюсь. Север — это теплая сторона, а юг у меня клюет, поклевывает. А юг — это холодный у нас, так что ушла на север по теплу и еще не спустилась вниз. То есть начнется жара в Буэнос-Айресе, тогда будет спускаться. Потому приходим больше отдохнуть, чем за самой рыбой. Но тут вообще попробую объяснить именно про тему рыбы здесь. Ребята, здесь все происходит вот так. Смотрим. Вот рыбаки ловят рыбу. Основная масса рыбаков, кстати, клюет. Эй, está picando, casi te roban la caña. ¿Listo? Ahí está, mira. Ahí está. Qué lindo. Una pequeña boga. Продолжим наш разговор. Значит, это река Ла-Плата. Река Ла-Плата самая широкая река в мире, ну смотря в каком месте. Ну, в Википедии, если не верите, прочитаете. Здесь в некоторых местах 220 километров ширина, на той стороне Уругвай. И вот кажется, некоторые приезжают и не понимают и говорят, вода грязная. Вода здесь не грязная. Вода здесь чистая, но единственное, есть такая штука, что эта вода идет с провинций, которые северные провинции, со стороны Бразилии, Миссионес, Корриентес. И там в этих провинциях глина. Тут не чернозем, а глина. И вот это подмешанное с глиной, эта вода, вот создает такой цвет. Да, конечно, кое-какая грязнота присутствует прямо под городом, вот здесь, вот около города. А там дальше, вот где ходят корабли, там канал Митри называется, судоходный канал. Там вода довольно чистая уже, но такого же цвета. И даже океан, который впадает, эта река, в тех местах, где она впадает, смешивается с этой водой.
И океан в ближайших этих поселках, городках за 400 километров от Буэнос-Айреса. Там тоже вот такая вода. А потом дальше уже, где не смешивается, вода рассеется и океан прозрачный. Ну, вы должны понимать насчет рыбы, брать или нет. Смотрите, сколько ловят. Вот мужик только что поймал карпа. Он подарил вот этим карпа. Вот этот карп лежит. Какие карпы здесь ловятся. Это маленький карп. Вот такой. Смотрите, это маленький карп. Но я хотел рассказать, брать или не брать. Я бы не брал. Другие не берут. Но есть некоторые люди, у которых плохо экономически, и они берут рыбу отсюда. Почему? Не из-за воды это дело. То есть из-за воды, но не из-за цвета воды. Это дело потому, что здесь город. И вот такой город большущий, Буэнос-Айрес. Сюда стекают всякие сливные воды там с водостоков, с города, еще что-то. Сооружения есть очистные, но все равно, ребята, будем честны. При таких больших городах, пусть даже это будет любой город, не обязательно Буэнос-Айрес, все сливные воды и много мусора сливается в воду, если есть большущая река рядом. И вот эта большущая река смешивается с этим мусором, и этот мусор оседает около берега. Потому я и не рекомендую брать здесь, около берега, эту рыбу. Особенно такую рыбу, как сабалю, бога, карп. Почему? Потому что сомики, здесь ловятся хорошие сомики, но их тоже нельзя брать. Потому что все здесь питается со дна. И вот где оно питается со дна этими отходами, вы будете есть эту рыбу. Предлагаю брать рыбу только пойманную в океане. Вот даже в магазине, когда вы идете в китайский район и покупаете рыбу, вы смотрите на то, какая это рыба. Потому что многие китайцы делают то же самое. Они вылавливают... Chocolate. 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 Eso lo aprendí de vos, ¿eh? Значит, вот почему я не говорю, какую рыбу, в принципе, можно здесь брать, и даже ее люди берут. Значит, рыбу такую, допустим, сезонная рыба, но хищник. Вот тот же самый пехерей, люди здесь его берут, и многие берут. Уже, скажем так, 80% пехерей берет. Потому что пехерей ловится на живца. Лучше всего на живца или на какую-то соленую рыбку, но это хищник. Это заходит с океана и идет целыми, так сказать, большими этими косяками и заходит сезонно и охотится. Вот она не жрет, этот хищник не жрет все со дна, и, соответственно, люди ее берут. У нее прямо смотришь, и вот, ну, мяско это прозрачное, так сказать, все. Она аж светится. То есть вот эту рыбу берут. И летом, какую отсюда берут, это, допустим, дорадо. Дорадо тоже хищник, дорадо тоже ловится на живца, дорадо тоже охотится, он спускается по сезону, он мотается по речке. Это еще по-другому здесь называют речной тигр дорадо. Вот это единственная рыба, которая берет. Когда вы идете в китайский район, смотрите тоже. Если вам там будет написано бога, сабалю, не забывайте, что китайцы тоже не дураки. Они не поедут ловить вам чистые воды за 1000 километров эту рыбу. Они ее поймают здесь сетями или рядом с Буэнос-Айресом и тут же выложат себя на прилавке. Так что не ведитесь на это, что вы купили в магазине. Это то же самое. И не пробуйте, еще тут часто ловится, и будет сезон, будет еще больше ловиться сабалю. Сабалю похоже на плотву, только здоровенную, похоже вот как на этого карпа и все. Но это сало. И это самая мусорная рыба, я имею в виду самая мусорная, только она жрет с мусора. Вот здесь, за этими камнями там ребята стоят, есть речушка, именно стоковая речушка с города. И вот там живет сабалю. И сабалю наши рыбаки ловят, и я его ловлю. Но мы его используем только для наживки на другую рыбу. То есть кусок сабалю закидываешь, и на него хорошо ловится дорадо. Но само сабалю именно жрет мусор. У него даже зубов нет, он засасывает мусор. У него такие губы, но без зубов. И вот он засасывает именно мусор, который лежит на дне. Так что, ребята, постараюсь вам рассказывать изредка такие жизненные ситуации, потому что многие приезжают и удивляются, как эту рыбу выпускают. Да, выпускаем, особенно в Буэнос-Айресе. Ну и плюс еще выпускаем, потому что многие рыбаки сюда приходят просто порыбачить, а не для того, что им нужна эта рыба для еды.
Они пришли, отдохнули, вот как я сегодня в парке. Я ничего брать отсюда не буду. Максимум, если я поймаю какой-нибудь сабель, я, конечно, его сейчас на наживку для других рыб использую. Снять видео. Вот и все. Если вас еще что-то такое интересует, спрашивайте. Буду и дальше рассказывать, показывать о жизни в Буэнос-Айресе. Нельзя только работать, в перерывах надо и рыбу ловить, то работает то хорошо, но наша жизнь заключается не только в труде, а еще и в отдыхе. Один из таких мест отдыха в Буэнос-Айресе и с рыбалкой, и с детьми можете прийти, это называется детский парк или по-другому парке де лос Ниньос. Сейчас тут много народу, даже зимой, потому что сейчас каникулы у детей, зимние каникулы. Вот потому родители с детьми поприходили. А так здесь в будние дни меньше народу. Здесь безопасно, хорошо. Есть где поставить машину, есть туалеты, даже какие-то там торговые точки изредка появляются. Это бесплатный парк для всех, никто тут никаких денег не берет. Все это просто приехали на Uber, на такси, на чем захотели, на своей машине, провели день, отдохнули. Весна скоро наступит, здесь будет все цвести. Очень прекрасное место для рыбалки. И наслаждаемся. Всем пока и до следующих. А я буду рыбачить.